Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Поворот судьбы. Момент перехода между прошлым и будущим. И это на самом деле так. Если поворотный момент мы рассматриваем, значит уже есть как минимум два направления или две дистанции, которая у нас происходит теперь или была в прошлом, где-то в недавнем прошлом, то, что мы имеем на сегодняшний момент, как оно сложилось, и отдаленное будущее. И исходя из этого мы построим наш расклад. Помним, конечно, жизнь наша не бывает полностью предсказуема, поэтому будем реалистами. Вы, мои дорогие козероги, вы точно реалисты, вы труженики, вы сильные люди. И есть такая фраза, я ее часто повторяю, жизнь напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Исходя из этого постулата, мы построим наш расклад. И первые три карты мы достанем события ближайшего будущего. Это как раз то, что присутствует на данный момент времени, или ближайшее будущее, которое сформировано тем, что происходит, может быть, сейчас, как это будет развиваться. И вторые три карты будет отдаленное будущее. Итак, события ближайшего будущего. События отдаленного будущего. И мы, мои дорогие козероги, я умышленно не ставлю каких-то временных рамок. Для кого-то из вас это события могут да за неделю, за две, ну за месяц развернуться, и где-то это проиграется, ситуация, показанная картами. Для кого-то это может быть растяжка до конца года. Поэтому мы рассмотрим вот эти варианты, а вы, повторюсь, будьте реалистами. Итак, следующая позиция. В чем риск? От чего вы откажетесь сами? Что для вас скрыто? И что вам будет помогать? События ближайшего будущего. Деньги, заработки, конкретно деньги. Удачное решение каких-то согласований, бумаг, подписание бумаг в разных инстанциях, получение кредита или закрытие кредита. По этой карте, если вам нужна помощь, и у вас патовая ситуация по финансам, у вас будет человек, который вам эту помощь откажет. Значит, профильтруйте все свое окружение. Есть такой человек, это точно проигрывается железно по этой карте, поэтому мы можем как будто решить любой финансовый вопрос. Но просто кто-то будет именно закрывать какую-то финансовую брешь. Все же мы все разные. А для кого-то это преувеличение дохода. Шестерка. Вообще любая активность проходит в 6 стадий. И шестая в плане активности. Это победоносный или какой-то уже заключительный этап. И в картах Таро 6 пентаклей. Мы говорим о том, что вы уже что-то видите, какой-то итог по деньгам. У кого-то буквально гонорар пришел, который вы долго ждали. Или когда вы уже прошли какую-то, ну, как отрезок пути, выстроили уже свою подушку безопасности. И самое время сделать квантовый скачок. Но финансы – это основная составляющая в ближайшее время. Или побудительный мотив. И у кого-то, правда, вот этот квантовый скачок. Посмотрите, карта, пусть это нулевой аркан, шут. Да, она где-то нам говорит, что мы не должны сглупить в плане денег. Значит, какой-то очень правильный расчет. И здесь подходит эта карта, неважно, что у вас сейчас, или какой-то глубокий минус, мы говорим финансовая брешь, но вы все равно сумеете решить этот вопрос. Или, если мы говорим уже о рисках, вы хотите вложить деньги или дополнительный доход, или вы рассматриваете для себя, чтобы в дальнейшем изменить свою финансовую ситуацию, новую деятельность, или новые источники поступления для вас денег, и это все равно все проигрывается со знаком плюс. Но считать придется, мы не должны сглупить, буквально карта дурака, как ни крути. И поэтому мы можем столкнуться, кстати, мои дорогие, карта может именно вот в этой колоде, знаете, это звучит буквально так. Идет женщина в белых одеждах, громко стучит в бубен и громко поет песни. То есть конкретно вот так прописана эта карта. Удивительно, в этой колоде.
То есть мы можем столкнуться с каким-то дурацким поведением человека, который к себе привлекает внимание. Может быть, этот человек несет какой-то пафос с собой, ведь по аркану Шут всегда проигрывается, знаете, какой-то интерес. Тот, который прямо аж захлестнуть может, увлечь. Но заинтриговать, ведь интрига тоже идет по этой карте. А для вас нужно оставаться реалистом. Вы сами можете загореться каким-то проектом. Но где-то, значит, холодный расчет, мои дорогие козероги, вам будет помогать, с одной стороны, рассмотреть все идеи, даже самые невероятные. Но кто знает, что выстрелит или что сработает. И неважно, каким образом к вам приходят эти идеи по части все-таки заработка. Единственное, не должно быть никакого риска в принципе. И помним, наверное, до конца 2024 года, это не я, это планетарно, любой риск опасен. Год дракона. Здесь не пройдет что-то, как какая-то лотерея или мутная сделка. Нет, обратка прилетит. Да и вообще на последующий период, когда Плутон будет уже не в вашем знаке, а в Водолее. Так вот, там тоже обратка может прилететь даже через лет 5, когда мы уже успели забыть. Поэтому риск на ближайшие 20 лет, в принципе, должен быть исключен. Но большинство из вас ни разу не про риск. Ну, кто знает, мы же можем столкнуться с разными людьми. Поэтому будьте, еще раз повторяюсь, реалистами. Но что-то вас может вдохновить. Для кого-то из вас не сделать какой-то глупости, буквально отступить полшага назад или сложить оружие, в чем-то не участвовать. Ведь это карта паузы. Может быть, это будет сопряжено с тем, что вы берете отдых. Или карта может нам говорить, если, кстати, ты себя неважно чувствуешь, или как подсказка, так можно расценить, то тут не время основываться на своих ощущениях. Иди пройди обследование. Тут нужно что-то знать о себе наверняка. Где-то карта говорит, что будет период паузы какой-то. Вот об этом тоже может нам говорить. Может быть, это будет где-то объективно. Но и как совет приведи мысли в порядок. Но это все то, что мы изначально говорили по первым двум картам. Отдаленное будущее. Правда, тут какой-то марафонский забег по части денег, зарабатывания. Паш пентаклей, паш монет. Это вы можете начать изучать. Ну, кто-то трейдинг, может, начнет изучать. Или, ну, вас заинтересуют какие-то новые технологии. Или вы, наконец, примете решение, что я теперь буду развивать свое ремесло, свое творчество. И сделаете первые шаги. И, мои дорогие, вы увидите результат. Вот что удивительно, если вы что-то начнете, вот как, знаете, даже с нуля, то вы уже будете видеть результат в отдаленном будущем. Ну, до конца 2024 года. Более того, вы можете себя поблагодарить за правильно или за вовремя принятые какие-то решения. Да, это основано на том, что мы что-то должны изучить, не пальцем в небо, и не основываясь на чьих-то суждениях, найти информацию, может быть, отступив полшага назад, вот так вот продумать, что-то просчитать. Но что-то вот, знаете, как игра того стоит. Или будем говорить, это ваша какая-то не совсем игра, а скорее холодный расчет в отношении какого-то нового направления. Изучив, вы можете вооружиться как какими-то знаниями или большей уверенностью в том, что да, я буду развивать какой-то свой проект, я все просчитаю. И вы увидите тот самый результат, который вас тоже вдохновит. И это, возможно, у нас Паш будет служить вам долгий период времени, на последующие 20 лет. Иногда такое есть. Может быть, или могут быть для кого-то из вас в отдаленном будущем вопросы, связанные с детьми, их обучением. И когда, возможно, вам придется оплатить что-то, и тогда этот проект вам тоже придется рассчитывать. Что же еще? Прекрасно, выход из лабиринта. Я называю туз мечей или выход из липкой паутины мыслей. Это когда мы принимаем в отношении чего-то или в отношении кого-то окончательное решение. Когда у нас нет сомнений, мы точно знаем, как действовать.
И какое-то новое направление вы тоже можете просчитывать. Еще раз карта где-то добавляет того значения, что я сказала по пажу Пентаклей. Почему? Потому что это мы прежний какой-то период, как были либо в потемках, либо ну, с чем-то у нас не было определения, или мы не сложили еще какую-то нашу структурированную, как, ну, план, или не было структуры мыслей самих по себе. А вот теперь мы понимаем, как мы будем действовать дальше. Да, это может быть сопряжено с тем, что вы от чего-то откажетесь. Или вот этот поворотный момент. Это ведь всегда предполагается как два направления. Мы можем пойти направо и налево. И если мы идем направо, значит налево не идем. Мы уже от этого отказываемся. Вот как-то так. Такие важные вехи для вас могут проходить за 2024 год, но они будут сопряжены с тем, что это все равно будет что-то новое. Вы понимаете, у вас две карты именно какого-то нового направления. Но не то, которое основано на эмоциях, а то, которое просчитано. И которое на далекий период времени. Вот смотрите, если мы говорим про отдаленное будущее, не сомневайся в себе. Это карта того, чего нет. Девятка мечей. Карта внутренних страхов, карта сомнений. И если есть по части сомнения, тогда нужно привести мысли в порядок. Тут все четко нам говорят. И плюс ты должен тогда что-то просчитать. Ты должен найти какую-то недостающую информацию, у кого-то буквально разобраться, как работает в отношении меня закон. Или найти недостающую информацию по конкретному человеку. Так вот аккуратно, если мы сталкиваемся, ну, с каким-то странным поведением, или нам что-то предлагают, а мы в этом новичок еще, мы не знаем, как мы будем с этим взаимодействовать. Значит, тут не сомневаться надо, а найти, накопать какую-то информацию, объем знаний, из которого вы уже будете определять или отделять зерна от плевел. Чем больше вы владеете информацией, тем больше будет ваш диапазон выбора. Вот об этом тоже говорит карта. Тут не время какой-то вот этой, как ненужной философии, так и когда вы оборачиваетесь назад. Тут нужно быть реалистом. Принципиальное значение имеет карта в каком плане? У нас человек показан, который не видит реальности. Он закрывает глаза, потому что ему что-то приснилось. Да поэтому я и говорю, тут это может единственный момент, что помешать, когда либо основываться на каком-то прежнем опыте, а он возьми да не сработает. Тут новый какой-то нужно, понимаете, вам дорабатывать или нарабатывать буквально, ну, у кого-то и с нуля. Потому что обстоятельства вокруг вас тоже будут меняться. И куда ты тут применишь этот прежний опыт? Он у тебя никак не проиграется. А отстроить что-то по-новому, как раз это будет с хорошим плюсом. Так и не добавить себе каких-то сомнений по части, если вы сталкиваетесь с людьми, у которых вот какой-то дурацкий буквально характер. Это не повод думать, что если кто-то ляпнул какую-то глупость, что да, это относится, чужая глупость, каким-то образом ко мне. Или если у кого-то есть какой-то вау, шикарно пафосный план, что я прямо сейчас буду в этом участвовать и собой рисковать. Нет, тут тоже никакого риска. От начала до конца какой-то реализм. В чем риск? Вот мы давайте спросим. Уставшие люди делают ошибки. Вот вам нужно отдыхать. Вы не можете поддаться импульсу на волне того, что вы уставшие. Или очень, кстати, с девяткой мечей эта карта проигрывается вместе, потому что как будто одно дополняет другое. Если мы говорим, уставшие люди делают ошибки, так это буквально вот от этой вязанки жезлов света белого не видеть. И тогда у кого-то банально заканчивается бессонницей, и у кого инсомния проигрывается. Значит, нужно с этим что-то делать. Вы должны отдыхать. Помните, что мозг ваш должен мыслить четко. И значит, либо кому-то достаточно вечерних прогулок перед сном, мои дорогие. Уделить внимание здоровью вообще, в принципе, стоит. Нельзя что-то сказать, что пройдет. Нет. Здесь какие-то могут быть нюансы, как вас подталкивает к тому, что иди пройди обследование, сходи к врачу. Если ты там долго не был, так на всякий случай просто сходи.
И тогда не в догадках думать, где-то путаться, и не думать, что, наверное, я тут, скорее всего, прав, потому что у меня опыт. А нет, тут этот опыт, он вас самих может задавить. Реальность, она какая-то другая. И в этом риск. Поэтому холодная голова, здравое вот такое суждение, четкое, для вас будет основной помощник. И буквально, может быть, кому-то придется математически что-то просчитывать. Вот в этом риск. Именно из-за усталости не увидеть какую-то реальность. От чего вы сами откажетесь? От иллюзии. Вот правда, будете реалистом. Значит, вы, мои дорогие козероги, все сумеете просчитать. Вам захочется отказаться от того, что не жизнеспособно. Вам может захотеть отказаться от дурацких людей, извините, правда. Или от тех, которые вас путают или пытаются не в ту сторону увести. От тех, которые красиво говорят, но за этим ничего не стоит. От тех проектов, которые не имеют дальнейшего развития. Может быть, и, ну да, интересно, это ведь могут быть ваши собственные проекты, которые вы вот путем метода где-то прежних проб, ошибок, и тут вы еще дополнительно собираете информацию, что-то буквально на бумаге, на калькуляторе рассчитываете, видите, нет, овчинка выделки не стоит, а это какая-то фальшивая информация, да, было бы неплохо, но в реальности этого не произойдет. Вы будете реалистами, мои дорогие, правда? Давайте, что скрыто. Я не могу сказать, что кто-то от вас тут что-либо скрывает, но вам будет постоянно, вы будете делать выбор какой-то. Может быть, этот период до конца 2024 года вам и придется выбирать. Выбирать между людьми, выбирать между направлениями в действиях своих, выбирать, куда потратить деньги. И вам даже каждый шаг придется обдумывать. И, собственно, все карты об этом нам и говорят. У нас показан человек, который ходит от одного жезла к другому. Он думает. Или он пытается принять решение, выйти из этого лабиринта мыслей. Или из какого-то лабиринта, может быть, сомнений, предложений, что-то просчитывать, продумывать и с чем-то определяться. Риска нет. Или как такового, если вы достаточно отдохнувшего, тогда более как-то, ну, ровно, четко, понятно, и мысленный процесс идет, и вы видите, самое главное, реальность, и тогда определиться будет вам с чем-то более продуктивно. Давайте мы посмотрим, что же будет помогать. Ну вот, наверное, поэтому двойка жезлов и все то, что мы с вами долго говорили, карта Луна, что помогает, как ни странно, какая-то путаница вам помогает. Тысяча неопределенностей вам на руку играют. Может быть, пока кто-то путается в мыслях, в сомнениях, а вы, имея здравый смысл, и пройдя такой период испытания Плутона в вашем знаке в течение 20 лет, вы уже точно ни риска не хотите. Умеете разделить людей на тех, с которыми имеет смысл продолжать отношения или иметь дело в принципе, или какие-то ваши проекты, которые перспективны, а какие никуда не годятся. Правильно отстроить свой фарватер продвижения, чтобы себе не навредить. Ваша сильная позиция будет, мои дорогие козероги, в том, что именно другим будет непонятно, а вы, как подсказки вашего шестого чувства, будьте внимательны, так и ваш какой-то материализм и прежняя, повторюсь, тренировка за время нахождения Плутона в вашем знаке, она вас сделала сильнее. И поэтому даже в тех вопросах, когда присутствует какой-то хаос, то вам будет что-то совершенно очевидно. Или для кого-то эта карта может, мои дорогие, говорить, что вы будете обустраивать свой быт. Для кого-то это вы можете встретить человека или какие-то отношения. Тут не совсем нам про встречу, ни одна карта не сказала, но все-таки по Луне проходит эмпатия, помимо интуиции. И все то, что связано с теплом домашнего очага, с нашими близкими, с нашей семьей. Поэтому если вы один или одна, вот вас может случайно столкнуть судьба с тем человеком в каких-то
совершенно непредвиденных ситуаций, и состоится какое-то знакомство. Вы тоже будете что-то продумывать, но, по крайней мере, знакомство может состояться, потому что какая-то турбулентность или какие-то непонятности, они как будто для вас во благо. Вам это помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.